Привет, друзья! Татьяна Кравченко – актриса, которая ни разу в жизни не играла роковую женщину или пылкую любовницу, но ее персонажи все равно интересны зрителю. Наверное, от того, что они пропитаны добротой и излучают какую-то правду и жизненную силу. Настоящая слава и всеобщая любовь пришли к актрисе Татьяне Кравченко после съемок в сериале «Сваты». Она такая и в жизни, она очень похожа на свою героиню Валюху. Она такая же шквальная и неуемная, яркая и самобытная, как и ее экранный персонаж. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Татьяна Кравченко, какие у нее отношения с Федором Добронравовым и сколько она зарабатывает. Татьяна Кравченко появилась на свет 9 декабря 1953 года в городе Сталино, сегодня Донецк. Девочка родилась в неполной семье. Ее отец, сибиряк Василий Токарев, будучи высокопоставленным руководителем и коммунистом, влюбился в молодую табельщицу Эмилию Ивановну. Роман был непродолжительным. Новость о скором рождении младенца совпала с известием о смертельной болезни Василия Дмитриевича. Отец девочки умер, когда ей не было и полугода. Мама вышла замуж во второй раз за мужчину по имени Эдуард Яковлев. Его фамилию и получила будущая артистка. О том, что Эдуард Семенович не ее родной папа, Татьяна узнала только когда повзрослела. В театральное училище имени Щепкина Кравченко поступила с первой попытки. Без дополнительных протекций и повторных проб ее приняли, несмотря на сильный украинский акцент. Спустя год талантливую артистку заметила народная артистка и великий педагог Алла Тарасова. Она и переманила Таню к себе в школу-студию МХАТ. Кравченко училась на курсе Тарасовой и Павла Массальского. После окончания курса Татьяна поспешила на службу в Ленком, куда ее пригласил сам Марк Захаров. Но взяв актрису в труппу, он настойчиво порекомендовал сменить слишком распространенную фамилию. Так Татьяна Эдуардовна начала выступать под фамилией прабабушки – Кравченко. Актриса и сегодня служит в Ленкоме. На его подмостках она сыграла более 3 десятков ролей, как ключевых, так и второго плана. За годы службы в театре актриса получила сначала звание заслуженной артистки России, а в 2002 году стала народной. Творческая жизнь Татьяны Кравченко не всегда была усыпана цветами, случались подъемы и спады. Приходилось играть то, что давали, а не выбирать самой. Но актриса никогда не отчаивалась и верила, что звездные роли ее ждут в будущем. Звездная роль и оглушительная популярность пришли к Татьяне Кравченко в 2008 году, когда на телеэкраны вышел сериал «Сваты». Валентина Будько, или Валюха, один из главных и любимых персонажей рейтинговой ленты. Вместе с Федором Добронравовым, Людмилой Артемьевой, Анатолием Васильевым актриса оказалась на пике известности. В одном из интервью артистка призналась, что звездную роль она ждала практически всю жизнь. Еще в молодости, изучая книгу по хиромантии, распознала на своей руке успех именно в зрелом возрасте, когда ей будет 50 с хвостиком. Тогда она расстроилась, что ждать придется долго. Татьяна Кравченко побывала замужем дважды. Первым ее супругом стал Владимир Лавинский, который работал художником-постановщиком школы-студии МХАТ. Пара поселилась вместе с родителями Лавинского. Татьяна получила московскую прописку. До рождения детей дело не дошло, брак распался спустя 2 года. Позднее в интервью актриса призналась, что по настоянию супруга вынуждена была сделать аборт. Владимир оказался не семейным человеком, да и у Татьяны только начиналась профессиональная карьера. Второй муж – Дмитрий Гербачевский, продюсер Ленфильма. В браке с ним Кравченко прожила 6 лет. У супругов родилась Анна, единственная дочь Татьяны. Она появилась на свет в 1986 году в Ленинграде. Но и этот союз рухнул. По признанию исполнительницы, муж начал поднимать на нее руку, возникали конфликты. Кравченко поняла, что развод неизбежен. После очередной неудачи артистка начала злоупотреблять алкоголем, но ответственная работа заставляла держать себя в тонусе и не расслабляться. Актриса говорит, что все мужчины, которые попадались на ее пути, в конце концов садились ей на шею и становились иждивенцами. Сейчас, когда за плечами немалый опыт и мудрость, личная жизнь перестала интересовать Татьяну Кравченко. Она считает, что в ее годы любовь и страсть не только не нужны, но и противоестественны и даже опасны. Главным человеком в ее жизни остается дочь, о счастье которой женщина мечтает.
Теперь дочь Анна выросла, выучилась на дизайнера и работает по специальности. Сейчас она состоит в гражданском браке с молодым человеком. Пока знаменитая артистка не обзавелась внуками, но она верит, что ее наследницу ждет настоящее семейное счастье. Единственным случаем, когда Татьяна отступила от своего кредо и поддалась влюбленности, стали съемки сериала «Сваты». Кравченко, по ее признанию, так увлеклась ролью, что начала испытывать романтические чувства к своему партнеру Федору Добронравову. Романтическая история вызывает у всей съемочной группы «Сватов» добрые улыбки. Татьяна по-настоящему, без шуток, влюбилась в своего партнера Федора Добронравова. Она вспоминает со смехом. Чего только не творила. Глаза горели, по-настоящему плакала в подушку, в одном из сезонов даже взялась худеть, чтобы хоть чем-то быть похожей на супруга актера. Кричала ему слова любви сквозь рыдание. Все тщетно, тот не сдавался. Больше всего это обстоятельство нравилось режиссеру. Он считает, что отношения героев не были бы столь теплыми и гармоничными, если бы Валюха не была по-настоящему влюблена в мужа Ивана Будько. Тот только удивлялся, а потом остановил партнершу по съемкам довольно резко. Дескать, я жену люблю, мы венчались с ней, семья, дети. После этих слов как отрезала, вспоминает Татьяна Кравченко. В тот момент она еще сильнее зауважала верного и честного Федора Добронравова, а теперь они стали отличными друзьями. Долгое время под вопросом оставалось создание 7-го сезона «Сватов». Ведущим исполнителям фильма Федору Добронравову, Людмиле Артемьевой и Николаю Добрынину власти Украины, на территории которой проводились съемки, запретили въезд в страну. Компромисс был найден. Рабочая группа собралась в Беларуси, часть сцен отсняли в Грузии. В новых сериях было принято решение показать историю зарождения любви между молодыми Валентиной и Иваном Будько. По слухам, в 7-м сезоне героев отправят в прошлое. Один из эпизодов покажет Валентину Будько в молодости, а внучка Женечка выйдет замуж за англичанина Джека, появившегося в одном из сезонов ранее. Сейчас Татьяна Кравченко продолжает служить в театре Ленком. Как стало известно, самые большие заработки у артистов именно этого театра. В месяц Татьяна Кравченко получает 100-150 тысяч рублей. В государственных театрах оклад артиста складывается из небольшого базового оклада, надбавок за категорию, звание, стаж и гонорара за спектакль. Между прочим, каждая репетиция тоже оплачивается. В преддверии своего 60-летнего юбилея Татьяна Кравченко сказала: «Хочу себе здоровья покрепче и хорошей главной роли. Ну, а жалею о многом. За свои 60 лет я наделала кучу ошибок, здоровье губила, за языком не следила. Многих, наверное, обидела, мне за это очень стыдно. Но знаю наверняка, если я до сих пор жива, значит у меня мощный ангел-хранитель. А жизнь я люблю и всем говорю, она прекрасна». Друзья, давайте пожелаем любимой актрисе крепчайшего здоровья, долгих лет и много радостных минут. Пусть в доме царит порядок и уют, пусть радость и любовь согревают душу, а забота и внимание родных поднимают настроение. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!